Надеждину запрещено избираться, Москалёвы получили убежище, влияние на выборы в США. Вы смотрите новости с еженедельного митинга посольства России в Лиссабоне. Сегодня 18 июля, 14:30. 17 июля Долгопрудненский суд оштрафовал политика Бориса Надеждина на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики. Поводом стало фото Навального, появлявшееся примерно на 10 секунд в стриме политика Эльвиры Вихаревой, ссылку на которой Надеждин выложил в своем телеграм-канале в 2023 году. Вплоть до своего задержания он активно собирал подписи для участия в выборах в Госдуму и Мособлдуму, но статья, по которой его осудили, на год лишает его права избираться. На суде ему вызывали скорую, давление поднималось до 200 на 120. «Я просто помру тут, понимаете, сдохну, если я буду в душной камере сидеть. И штраф я не смогу заплатить, к сожалению. У меня все счета арестованы», — сказал политик на заседании суда. Решение он планирует обжаловать. В феврале 2024 года СМИ рассказывали, какие стояли очереди на сборах подписей за выдвижение Надеждина на выборах на должность президента России. И хорошие новости. 17 июля антивоенная инициатива «Интранзит» сообщила в своем телеграм-канале, что Алексей и Маша Москалёвы получили политическое убежище во Франции. Специалисты «Интранзит» вели их кейс, начиная с подачи на гуманитарную визу. Семья около 10 месяцев ждала решения по немецкой гуманитарной программе и, не дождавшись ответа, в январе 2026 года подала на французскую визу. В марте ее одобрили. В конце марта Москалёвы приехали во Францию и попросили убежище. Интервью прошло 9 июня, и уже 17 июля они получили положительное решение. И еще одна хорошая новость. Мы улучшили наш агрегатор предложений о работе в Португалии удаленно, и теперь он находит еще больше вакансий. Ссылка в разделе «Помощи в адаптации и интеграции в Португалии» на нашем сайте. 16 июля Белый дом опубликовал документы ЦРУ, ФБР, Департамента внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности по выборам, собранные рабочей группой по обеспечению прозрачности правительства. Опубликованные файлы описывают уязвимости избирательных баз, сбор данных более 200 миллионов избирателей Китаем, упоминает грядущий пересмотр дела об оплаченных регистрациях за избирателей и найденные более 250 тысяч неграждан в реестрах избирателей. В сентябре 2024 года компания по анализу угроз графика опубликовала отчет об операции «Спамуфляж». Они обнаружили в соцсетях X и TikTok несколько связанных с китайским государством аккаунтов, выдававших себя за американских избирателей, которые чернили кандидатов обеих партий и раздували больные для общества темы. Целью по оценкам графика было изобразить США слабеющей державой со слабыми лидерами и разваливающейся системой. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.